25 декабря 2004 года. Андаманское побережье Таиланда. Высокий сезон. В отелях вдоль воды почти полная загрузка. Декабрь здесь – это сухая погода и теплое море. И в тот год рождественские каникулы вытащили к этим берегам особенно много людей из Европы. Больше всего из Швеции и Германии. Многие приехали за несколько дней до Рождества и решили задержаться. Кто-то прилетел один, отдохнуть от работы, кто-то целой семьей, с детьми, впервые так далеко. На завтра у людей были планы – поплавать, съездить к водопаду, ничего особенного, просто хороший день, который должен был наступить. В рыбацких деревнях на той же береговой линии утро начиналось раньше. Мужчины спускали лодки к воде еще до рассвета. Так делали их отцы и отцы отцов. Проверить снасти и решить, куда идти сегодня. Небо в то утро было чистое, ветра почти не было. В дайв-центрах готовили снаряжение к первому выходу. Декабрь у этих берегов считается едва ли не лучшим временем для погружений. В отелях накрывали завтраки. Кто-то еще спал после ночного перелета. На пляжах появлялись первые ранние купальщики. Все шло своим чередом. Ровно так, как идет в обычное воскресное утро в хорошем, теплом месте. В Банда-Ачехе, на северной оконечности Суматры, открывался рынок. Торговцы привозили товар в 6, в 5:30. В этой провинции уже 28 лет шел вооруженный конфликт между армией и сепаратистами. Но война держалась в горах, а на рынке шла обычная жизнь. На Шри-Ланке, на южном побережье, от Коломбо отходил утренний поезд. Воскресенье, праздничный день. Вагоны набиты людьми, которые ехали к родне. Дети смотрели в окна на море. Никто из них не знал, что в 250 километрах к западу от Суматры, под океанским дном, граница 2 литосферных плит уже подошла к своему пределу. Под Индийским океаном проходит одна из самых активных геологических границ на планете. Индо-австралийская плита движется на северо-восток, примерно 6 сантиметров в год. Это скорость, с которой растут ногти. На ее пути стоит Евразийская. У западного края Суматры они встречаются в зоне субдукции. Одна плита уходит вниз под другую, а верхняя при этом прогибается и копит упругую деформацию. Медленно, но неостановимо. И так миллионы лет подряд. Края плит не скользят плавно. Они сцепляются, держатся, накапливают напряжение. И в какой-то момент порог прочности пройден. Сцепка срывается. Все, что копилось столетия, высвобождается за секунды. И вот что важно. Ученые знали, что этот разлом опасен. Геолог Кэрри Си из Калифорнийского технологического института 15 лет до катастрофы изучал суматранскую зону субдукции. Он читал ее по годовым кольцам кораллов, тех, что растут у самой поверхности воды и записывают в своем скелете, как медленно поднимается и опускается морское дно. Кораллы показали закономерность. Здесь регулярно происходят сильнейшие землетрясения. В 1797 и в 1833, но на участке южнее, у Ментавайских островов. А северный сегмент, тот самый, что у берегов Ачеха, молчал особенно долго. Настолько долго, что в исторической памяти не осталось ни одного случая, когда волна отсюда дошла бы до Таиланда, Индии или Шри-Ланки. Предупреждения о сейсмической опасности звучали в научных статьях. Но между статьей в научном журнале и сиреной на пляже не было ничего. Это не история про чей-то злой умысел или халатность. Это про то, как вообще устроена профилактика. Она дорогая, ее результат невидим, и за нее трудно отдать деньги, пока не случилось то, от чего она должна защищать. 7 утра. Берег живет. Шезлонги стоят в несколько рядов, продавцы фруктов уже на местах. Кто-то плавает, дети возятся в мокром песке. Горизонт ровный, синий, спокойный. Тут стоит сказать про сам этот берег. Курорты в их тогдашнем виде, с отелями у самой кромки воды, появились на этом побережье лет за 20-30 до того утра. А еще в 60-е здесь были рыбацкие деревни, и стояли они чуть дальше от воды. Рыбаки знали повадки моря и понимали, как ведет себя вода перед бедой. Это знание передавалось от отца к сыну. Туристическая застройка пришла без него и строилась там, где красивее, то есть как можно ближе к прибою.
Бунгало над самой водой продавалось как роскошь. Близость к морю и была продуктом. В 7 часов 58 минут по местному времени сцепка плит сорвалась. Разрыв прошел вдоль зоны субдукции примерно на 1200-1600 километров. Это как от Москвы до Берлина. И все за несколько минут. Это был самый протяженный разрыв земной коры, когда-либо зафиксированный приборами. Магнитуду сначала оценили примерно в 8. Этого уже достаточно, чтобы насторожиться. Но данные шли и оценку пересчитывали вверх. До 8,5, потом до 9. Итоговая цифра – 9,1. А по части пересчетов и до 9,3. Это третье по силе землетрясение за всю историю инструментальных наблюдений. Сильнее были только Чили в 60-м и Аляска в 64-м. Дно океана в одних местах поднялось на 8-10 метров, в других опустилось, а кое-где сместилось по горизонтали больше, чем на 20 метров. Весь столб воды над этим участком, а это несколько километров глубины, пришел в движение. Энергия, высвобожденная в тот момент, по разным оценкам, в 1000 раз превосходила энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Толчок был такой силы, что планета буквально загудела. Свободные колебания Земли, геофизики так и называют это земным звоном, приборы по всем континентам ловили еще несколько суток. Земная ось сдвинулась на пару-тройку сантиметров. Сутки стали чуть короче, на несколько микросекунд. Это не красивая метафора масштаба, а измеримое физическое следствие того, что огромная масса планеты перераспределилась. А теперь про волну, которую почти нельзя увидеть. В открытом океане цунами обнаружить с поверхности почти невозможно. Длина волны, расстояние от одного гребня до другого, здесь измеряется сотнями километров. При такой длине сам подъем воды над поверхностью меньше метра. Корабли, что шли в ту ночь через Индийский океан, прохода волны попросту не заметили. Ни один капитан не доложил ни о чем необычном. При этом скорость в открытой воде 700-800 км в час, как у пассажирского лайнера в небе. Чем глубже океан, тем быстрее идет волна. А у берега, где дно поднимается, она резко тормозит, и вся ее энергия, которой некуда деться, перекачивается из скорости в высоту. Поэтому то, что было почти незаметным в море, у берега вырастает на метры, а местами и на десятки метров. От эпицентра волна пошла во все стороны. И не одна, серией, с промежутками от нескольких минут до получаса. До ближайших берегов Ачеха 15-20 минут. До части Таиланда около часа. До Шри-Ланки и юга Индии почти 2 часа. До Мальдив часа 1,5. А до восточного берега Африки, до Сомали, 7 часов. Вот про Сомали мало кто помнит. Это 7000 километров от эпицентра, другой край океана. Волна дошла и туда спустя 7 часов и забрала там около 300 человек, в основном рыбаков. Никто их не предупредил. Для прибрежных деревень Африканского рога цунами в Индийском океане было вообще за пределами того, о чем вы стали бы думать. Время было часы у части берегов. Им просто не воспользовались. Почему? Это отдельный разговор. В Тихом океане система предупреждения о цунами работала с 1968 года. Ее собрали после чилийского землетрясения 60-го, сильнейшего в истории наблюдений, 9,5. Тогда волна прошла через весь Тихий океан, до Гавайев за 15 часов, до Японии за 22. И там были часы в запасе. И там ими не воспользовались, потому что некому и нечем было. После этого механизм построили идиот. Датчики на дне и центры, которые принимают сигнал и поднимают тревогу. В Индийском океане такого не было. Землетрясения тут случались реже, крупных волн на памяти живущих не было, угроза казалась далекой. А система предупреждения идет – это деньги, которые надо потратить сейчас, ради пользы, которая может понадобиться через 100 лет, а может и нет.
На такое в бюджете всегда находятся более срочные строки. Землетрясение в то утро поймали сейсмографы по всему миру. В американском центре сейсмического мониторинга о нем знали уже через несколько минут. Специалист, понимая, что событие огромное, стал звонить Праче, но звонить ему было по сути некуда. Прямых линий с береговыми службами Таиланда или Шри-Ланки не существовало. Он дозвонился до одного посольства, там не знали, кому это передавать. Есть один эпизод, который потом разбирали отдельно. Примерно через час после толчка Праче Ачех уже накрыло, а до Шри-Ланки волна еще шла. Праче метеослужба Шри-Ланки приняла телефонный звонок с предупреждением. Звонок переадресовали в другое ведомство. Там не поняли, что с ним делать. Предупреждение нигде не стало действием. Расследование потом показало, дело было не в чем-то равнодушии, а в том, что не существовало протокола. Никто не знал, кто принимает решение и что вообще делать с сигналом о цунами, потому что такого сигнала здесь не приходило никогда. И когда волна вышла на берег Шри-Ланки, на нем об этом еще никто не знал. Перед тем, как цунами выйдет на сушу, море часто отступает. Это сбивает с толку, и никто не ждет отлива как сигнала тревоги. Вода уходит от берега, обнажая дно и бьющуюся на мокром песке рыбу. Иногда это длится минуты и выглядит не страшно, а красиво. Дно открывается там, где только что было море, и кораллы, которых с берега никогда не видно, вдруг лежат на виду. На разных пляжах в то утро люди вели себя по-разному. Кого-то это зрелище тянуло ближе – подойти, поснимать, собрать рыбу. Кого-то, наоборот, отталкивало, и человек инстинктивно отходил выше. Но большинство просто не понимали, что видят. Они такого никогда не наблюдали. Это не беспечность, это отсутствие одного конкретного знания. А у одной 10-летней девочки это знание было. Британка Тилли Смит отдыхала с родителями на пляже Майк-Хау. За 2 недели до поездки у нее в школе был урок географии. Учитель Эндрю Кирни показывал классу запись цунами и объяснял признаки, в том числе вот это самое отступание воды, после которого надо немедленно уходить от берега. Тилли увидела, как уходит море, и узнала это. Сказала родителям, те подняли тревогу среди других туристов, персонал отеля начал эвакуацию. Пляж Майк-Хау успели очистить до прихода волны. Из тех, кто там был в то утро, не пострадал никто. Это единственный случай, где всю цепочку – урок, узнавание, действие, спасенные люди – можно проследить от начала до конца. Наверняка таких историй было больше, просто другие либо не получили огласки, либо закончились иначе. И тут надо честно сказать про само слово «волна». Оно рисует не тот образ. Цунами на берегу – это не живописный гребень, который красиво обрушивается на песок. Это масса воды, идущая горизонтально, и она не останавливается там, где кончается пляж. На Кхао-Лаке вода зашла вглубь суши на 1,5–2 километра. В прибрежном Ачехе на 5–6. У берега поток шел со скоростью 20–30 км в час. Это темп быстрого бегуна. От такого можно убежать, если ты уже бежишь. Если ты только начинаешь понимать, что происходит, шанса нет. И вода несла с собой все, что подняла на берегу. Лодки, машины, обломки домов, деревья. Это была уже не вода, а стена движущегося под напором мусора. За первой волной приходила вторая, за ней третья. Часть людей, переживших первую, не пережили вторую, потому что успели вернуться. Посмотреть, помочь, забрать кого-то. На Шри-Ланке одна из волн настигла тот самый утренний поезд у деревни Перелия. Вода подняла состав и опрокинула вагоны. Погибли, по разным оценкам, более 1500 человек. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории. Ачех – это вообще отдельная история. Он ближе всех к эпицентру, и волна пришла туда первой. Но там все началось не с воды, а с самой земли. Она тряслась 7, 8, 10 минут. Здания складывались еще до того, как пришел океан. Одно это уже было колоссальной катастрофой. А потом пришла вода. В некоторых местах прибрежного Ачеха высота волны доходила до 20–30 метров. Это 9-этажный дом. Береговая линия изменилась физически.
Где-то ушла под воду, где-то, наоборот, обнажилась. Из всех погибших в регионе, а это в общей сложности порядка 220-230 тысяч человек, на одну только Индонезию приходится около 167 тысяч, и почти все они в Ачехе. Целые деревни исчезли. Кое-где не осталось никого, кто мог бы составить список погибших. И тут история делает странный поворот. Ачох на тот момент – закрытая зона. 28 лет войны между сепаратистами и правительством Индонезии иностранцев туда не пускали. После 26 декабря обе стороны остановились. Сначала ради спасательных работ, потому что воевать стало физически не на чем и негде. Повстанческие районы тоже смыло, людей надо было вытаскивать из-под обломков. А через 8 месяцев, в августе 2005-го, при посредничестве Финляндии подписали мир. Война, которая шла почти 3 десятилетия, закончилась. Иногда катастрофа сдвигает то, что годами не поддавалось никаким переговорам. Чтобы понять, что вода вытворяла в Ачехе, достаточно одной детали. В порту Банда Ачеха стояло судно – плавучая электростанция весом около 2500 тонн. Волна подняла эту махину и унесла вглубь города на несколько километров, где и оставила – посреди жилых кварталов, далеко от любой воды. Она стоит там до сих пор. Теперь это мемориал. А в районе Лампула рыбацкая лодка опустилась прямо на крышу дома. И на этой лодке пережили волну около 60 человек, забравшихся туда в последнюю минуту. Дом с лодкой на крыше тоже сохранили как памятник. Теперь про цифры и про то, что за ними. Волну от одного события получили берега 14 стран на пространстве, охватывающем треть земного шара. Шри-Ланка – около 35 тысяч погибших. Индия – порядка 16. Таиланд – до 8 тысяч с учетом пропавших. В Таиланде среди погибших около 2000 европейцев, в основном туристов. Больше 500 из них – граждане Швеции. Для маленькой Швеции это стало крупнейшей утратой мирного времени за всю послевоенную историю. В один день страна потеряла больше своих людей, чем в любой катастрофе со времен Второй мировой. Столько же примерно потеряла Германия. И есть деталь, о которой вспоминают редко. Среди погибших оказалось непропорционально много женщин. В отдельных прибрежных районах Индонезии, Индии и Шри-Ланки на одного погибшего мужчину приходилось 3-4 погибшие женщины. Причин несколько. В то время суток женщины чаще были у самой воды, по хозяйству, с детьми, и среди них реже встречались те, кто умел плавать или мог удержаться, цепляясь за дерево. Гуманитарная организация Oxfam опубликовала это как отдельный вывод. Стихия бьет неравномерно. Она находит тех, кто и без нее был уязвимее. Есть в этих числах и то, что плохо помещается в голове. 200 с лишним тысяч человек – это не одна точка на карте, а 14 стран сразу, разделенных тысячами километров океана, которые получили удар от одного единственного движения дна. Человек в таиландском отеле и рыбак на берегу Сомали, которые никогда не слышали друг о друге и никогда бы не встретились, в тот день оказались связаны одной волной. Это редкий случай, когда географически разбросанная беда имеет ровно один источник и ровно одну причину. А еще за этими цифрами тысячи историй про один день разницы. Про тех, кто должен был оказаться на берегу и не оказался, и про тех, кто оказался случайно. Люди, выжившие по чистому совпадению, потом долго не могли это принять. Психологи, работавшие с пострадавшими, знают это состояние хорошо. Ты ничего не сделал, чтобы спастись. Просто оказался немного не там и немного не тогда. И рядом с этим те, для кого немного не там, означало ровно обратное. Что изменилось после? Уже в 2005-м под эгидой Океанографической комиссии ЮНЕСКО начали строить систему предупреждения о цунами в Индийском океане. К 2008-му на дне стояли датчики давления. Они чувствуют, как над ними проходит волна, и передают сигнал на поверхность, на буи, а оттуда через спутник в центры мониторинга в Австралии, Индии, Индонезии.
А на берегах появилось то, чего не было совсем. Таблички с символом волны и стрелкой. Куда бежать? Маршруты эвакуации и сирены. Уроки в школах о том, что такое цунами и что делать, когда земля тряслась и море ушло. Звучит как очевидность, но до 2004-го этого просто не было. Не потому что не умели, а потому что не считали нужным платить за защиту от того, что казалось почти невозможным. В 2012-м у Суматры снова тряхнуло. Магнитуда 8,6. Система сработала, с побережья Индонезии ушли тысячи людей. Разрушительной волны в тот раз не было, но готовность была уже совсем другой. Только это не значит, что вопрос закрыт. Датчики выходят из строя, буи срываются с привязи и дрейфуют без связи. Сирены требуют обслуживания. Поддерживать такую систему – не разовый подвиг, а скучная ежедневная работа, на которую вечно не хватает то денег, то внимания. И которая не видна ровно до того момента, когда внезапно понадобится. Геологи потом еще годами разбирали, что именно произошло с дном в ту ночь. Выяснилось, например, что разрыв шел неравномерно. От точки старта он распространялся в две стороны и с разной скоростью. И из-за этой геометрии одни берега получили удар в полную силу, а другие частично разминулись с волной. А еще это цунами впервые в истории удалось измерить из космоса. Два океанографических спутника, Джейсон-1 и Топикс/Посейдон, совместный проект НАСА и французского космического агентства, по чистой случайности прошли над Бенгальским заливом примерно через 2 часа после толчка. Их радарные альтиметры сняли профиль волны прямо в открытом океане. Высота гребня – около 50 сантиметров. Расстояние до следующего гребня – порядка 800 километров. Первое в истории прямое измерение большого цунами в открытой воде. И заодно наглядное подтверждение того, насколько оно там, вдали от берега, безобидно на вид. Вообще, 2004 стал поворотной точкой для всей науки о цунами. До него моделей того, как именно расходится волна по целому океану, почти не на чем было проверять. Слишком мало было хороших данных по реальным крупным событиям. После него гигантский массив наблюдений, спутниковых снимков, записей с приливных станций по всему миру. Это цунами стало самым изученным за всю историю. И именно на нем отлаживали системы предупреждения, которые потом ставили уже не только в Индийском океане. Жуткий парадокс. Одна катастрофа дала науке столько, сколько не дали десятилетия спокойных наблюдений. И вот еще что, может быть, самое важное из всего. Был у этой катастрофы остров, который почти не пострадал. Семёлуэ, в сотни километров от эпицентра, ближе многих к самому очагу. В 1907 году по нему ударило цунами, погубившее много людей. И память об этом не растворилась, а превратилась в местную традицию под названием «смонг». В песнях и в наставлениях стариков детям жил простой алгоритм. Сильно тряхнуло, море ушло, беги на возвышенность, не раздумывая. 26 декабря жители Семёлуэ почувствовали толчок и сделали ровно то, что велела традиция – ушли вверх. На острове с населением около 78 тысяч человек от волны погибли 7. А на соседних берегах Суматры счет шел на десятки тысяч. Разница в том, что одни помнили. Память, передаваемая через поколения в форме песни, сработала как система оповещения там, где никакой системы оповещения не было. Ученые называют такое традиционным экологическим знанием. Оно живет не в датчиках и не в сейсмоцентрах, а в историях, которые рассказывают перед сном, и в словах, которые произносит бабушка, когда море ведет себя не так. И исчезает оно тоже тихо, вместе с поколением, которое его несло. Или когда старые истории начинают казаться скучными на фоне экрана. Похожее произошло и дальше, к северу, на Андаманских и Никобарских островах. Это территория Индии, и от эпицентра до них меньше 300 километров. На этих островах живут несколько крошечных племен, которые пришли сюда десятки тысяч лет назад и почти не соприкасаются с внешним миром. Онге, Джарава и еще пара столь же малочисленных народов. По всем сообщениям, цунами они пережили почти без потерь. Антропологи объясняют это тем же, что и на Семёлуэ – знанием, вшитым в саму культуру.
Эти люди читают поведение моря, ветра и птиц примерно так, как мы читаем дорожные знаки. Земля тряхнула, и они ушли вглубь островов, в возвышенный лес, еще до того, как поднялась вода. И рядом жесткий контраст. На тех же островах живет другой народ – никобарцы. Их около 30 тысяч. И они куда плотнее вписаны в современную жизнь. Поселки у самой воды и привычный уклад приморского населения. Вот по ним ударило страшно. Целые деревни на острове Кар-Никобар были стерты целиком. Разница между почти нетронутым племенем Онге и разрушенными поселками никобарцев – это по сути разница между теми, у кого древнее знание еще живо, и теми, у кого оно растворилось в более удобной, но беспамятной жизни у самого берега. Сегодня на пляжах от Таиланда до Индонезии стоят те самые таблички со стрелкой от воды. Большинство приезжих их не замечает. Люди снимают бунгало с видом на море, заказывают столик у самого прибоя. Горизонт все тот же – синий, ровный, спокойный. В точности, как в то декабрьское утро. Под этим спокойствием ничего не поменялось. Та же зона субдукции у Суматры, те же плиты, ползущие навстречу друг другу все с той же неумолимой медлительностью. Напряжение снова копится. Это не способ напугать, это просто физика. Та же, что была здесь и 200 лет назад, и в 2004, и которая останется той же самой потом. И это не абстракция. Тот же Кэрри Сия, что 15 лет читал кораллы, еще до 2004 показывал пальцем на конкретный участок – Ментавайский сегмент разлома у города Паданг на западе Суматры. Этот кусок не разряжался с 1833 года и, по оценкам, накопил энергии на землетрясение магнитудой около 9. А в самом Падане сегодня живет больше 800 тысяч человек, и почти весь город лежит в низине у моря. Геологи говорят об этом прямо. Вопрос не в том, случится ли, а в том, когда. Поэтому все, что построили после 2004-го, это не памятник прошлой беде, а подготовка к следующей. Кстати, та катастрофа стала и одной из первых в истории, которую сняли очевидцы в реальном времени. Смартфонов еще не было, но видеокамеры были у многих туристов, и записи с пляжей и балконов разлетелись по миру почти сразу. Впервые стало видно не по рассказам выживших, а своими глазами, как именно приходит волна и как берег меняется за секунды. Эти ролики потом стали учебным материалом для людей, которых в 2004-м еще и на свете не было. А Тилли Смит, та девочка с пляжа Майк-Хао, выросла. Она выступала в ООН, ее учитель получил награду, и из одного школьного урока вышел разговор на весь мир о том, что иногда знание, которое кажется бесполезным, стоит сотен жизней. Я вспоминаю об этом всякий раз, когда слышу, зачем учить детей тому, что в жизни не пригодится. Большая часть знаний и правда никогда не пригодится, в буквальном смысле, но кое-что срабатывает ровно один раз, тогда, когда об этом совсем не думаешь. Не забудьте подписаться.